Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Это будет мое первое видео, поэтому давайте познакомимся. Меня зовут Костя, а это моя тачка. Реплика легендарного BMW M3 GT-R из Need for Speed Most Wanted. Everybody get my crew is all fired up. Y'all better just rise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up. Start running, your time's up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. В этом видео я расскажу немного истории о BMW M3 GT-R и о его заслугах в гонках ALMS. Также пойдет речь о том, как я построил этот автомобиль, с какими сложностями я столкнулся при его постройке, из чего складывается стоимость этого проекта, ваш самый любимый вопрос, и я на него с удовольствием отвечу. Ну и, конечно же, расскажу об отличиях этого автомобиля конкретного от настоящей версии, которая есть в реальной жизни и стоит в музее BMW. В 2001 году компания BMW поставила несколько вот таких гоночных автомобилей для того, чтобы соревноваться в классе GT на гонках ALMS. Американская серия гонок 24 часа. Главным соперником и главным чемпионом тех времен был непобедимый Porsche. И для того, чтобы тягаться с таким сильным соперником, BMW Motorsport специально изобрели версию двигателя P60B40, своеобразная восьмерка на 4 литра. Это был уникальный двигатель, спроектированный исключительно для E46 M3. Ну, то есть там в этом моторе был придуман сухой картер. Многодроссельный впуск. По сути, этот мотор стал родоначальником тех самых S85 и S65, V10 для E60 и V8 для E92. С такой силовой установкой BMW просто начали громить Porsche. И в этот момент Porsche стал жаловаться. В буквальном смысле он стал жаловаться, и не безобосновательно. По правилам homологации этих гонок должно было существовать 10 дорожных версий и 100 двигателей для участия в этих гонках. Это было правило. Но у BMW на тот момент не было дорожной версии, была только гоночная. Для этого BMW пришлось сделать BMW M3 GT-R стрит-версию. Их было 10 штук, и они были распроданы только самым эксклюзивным клиентам BMW. Стрит-версия представляла собой чем-то похожую CSL M3, только у нее стояли примерно такие же бампера, но не имелось расширений. То есть передний и задний бампер был очень похож на вот этот. Карбоновая крыша, в капоте присутствовали жабры только с одной стороны. Стояла, естественно, V8. Но, правда, он был дефорсирован для дорожной эксплуатации. И напрочь отсутствовал любой комфорт в салоне. То есть там стояли два гоночных ковша, был полностью удален кондиционер, не было даже музыки в этой машине. Но, как вы понимаете, эти автомобили были созданы только для одной цели. Но позже правило homологации изменилось, и требовалось уже не 10 дорожных версий автомобилей, а целых 100. И в этот момент BMW свернула этот проект и решила уйти на 24 часа Нюрбургринг. И после этого появились еще несколько модификаций E46 GT-R. Вот конкретно, которая была в Most Wanted, это 01 модификация. Их было 4 или 5. Отличались они обвесом, а последующие версии отличались уже и мотором. То есть там уже не стоял P60B40, там уже были другие силовые установки. И я думаю, по этой причине EA Games поместила в 2005 году этот автомобиль в свою серию гонок. Но единственное, что они придумали, вот эту уникальную расцветку. У настоящего GT-R она была чуть другая. Это была гоночная ливрея. И тот автомобиль, который сейчас стоит в музее BMW, вы можете его увидеть в интернете. Почему я решил построить именно этот проект? Конечно же, я вдохновился игрой Need for Speed Most Wanted, но после Most Wanted я стал гуглить про BMW M3 GT-R, узнал вот эту историю, которую я поведал вам, и еще больше вдохновился. С того момента мне стало BMW все больше и больше нравиться, я стал влюбляться в эту марку. И я не знаю, почему из всех именно вот этот E46 запал мне больше всего. И просто это была моей мечтой, поэтому я хотел и шел к ней.
Итак, теперь поговорим об отличиях от оригинала. И первым, что, конечно, бросается в глаза, это расширение. То есть обвес, он отличается. В гоночной версии ширина примерно вот настолько больше, и сам автомобиль занижен гораздо больше. То есть арка начинается вот где-то примерно от этой линии. Также сзади у нас у гоночной версии арка начинается прямо сразу под ребром, а у меня она, вот посмотрите, насколько ниже. И это при том, что автомобиль сейчас, вот в данный момент, максимально опущен вниз. То есть у меня уже привода где-то смотрят вот так. Ниже уже конструктивно мне просто этот автомобиль было не опустить. Я не знаю, как в гоночной версии они добились такого занижения. Я думаю, что, скорее всего, кузов осадили, подрамник запихали чуть вовнутрь. Но я так сделать не смог. Да и потом я бы не смог передвигаться по дорогам. Даже сейчас у меня есть проблемы. Я цепляюсь иногда днищем на лежачих полицейских. Я не знаю, каким образом также они добились такой огромной ширины, там реально арки просто вот такие огроменные, и они прямые. А у меня они идут, как вы заметили, под скос. Еще из отличий в передних крыльях это отсутствие воздухозаборников, которые выводят поток воздуха через них. Я не знаю, почему я не стал их делать на тот момент. Как-то, наверное, мой прокол. Но это не конечная версия этой машины. В будущем это все будет переделываться. Блин, по-моему, я сейчас тизернул немного, да? Ну ладно. Лючок бензобака. Да, в оригинальной версии я знаю, что там две заливные горловины, но здесь только лишь одна. Но опять же, в дальнейшем я сейчас планирую сделать именно две и немножко вот это все переделать, поэтому будет все по канону. Ну а теперь отличие спойлера. Ну, как вы, конечно, понимаете, мой немножко уже. Но уже он примерно где-то на 2 сантиметра. Да, у меня реально появились размеры оригинального спойлера, поэтому я знаю, о чем я говорю. Мой на 2 сантиметра уже. По длине он отличается от моего, где-то в совокупе, по-моему, по 2,5 сантиметра с каждой стороны. Но так как у меня не настолько широкий автомобиль, как настоящий GTR, то этот спойлер как раз гармонично вписывается именно сюда. Ну а о том, как мы делали этот спойлер, потому что от настоящего Сивеста здесь остался только вот это лезвие, вы увидите в этом ролике. Расскажу маленький секрет про диски, а вернее их отличие от оригинальных. В оригинале стояли BBS. Не знаю, какая модель, но знаю точно, что это была BBS. И там реально как у гонки на одной гайке все было. Это же реплика Sparco. Реплика, кстати, очень хорошая. И здесь даже имитация этой гайки центровой. Но, кто заметил, у оригинальной версии 10 лучей, а у моей 9. Вот кто заметил, ставьте плюсик. Ну и, конечно, самым главным, то, что заметили абсолютно все, да, здесь нету каркаса, да, здесь салон, как у обычной М3 Е46. Почему я так сделал? Ну, мне хотелось комфорта, мне хотелось вот именно, вот я сделал салон этот полностью черным, я сделал здесь музыку, я поставил руль от F-ки, поставил ручку от M4 Performance. Мне просто хотелось, чтобы прямо вот внутри это был как обычный автомобиль, а внешность у него была как у гоночного. Но согласитесь, важнее всего ведь именно внешность со стороны. В салоне-то редко кто видит эту машину. В основном вы видите ее проезжающей мимо и кайфуете от этого. Поэтому я подумал, что, наверное, так и будет. Но в дальнейшем, опять же, скорее всего, я откажусь от салона. Ну, то есть как, у меня останутся 2 сиденья. Задние мне не нужны в принципе. Я практически никого так и не возил сзади.
И я добавлю, соответственно, каркас. Ну, что-то хочется уже гоночного, чтобы было все как у гонки, тумблеры всякие, система пожаротушения, вот эти вот трубы, через которые ты залезаешь, бьешься головой и материшься каждый раз. Да, вот этого сейчас хочется. Но на тот момент, когда я строил, мне хотелось комфорта. Мне хотелось, чтобы тачка была в салоне вот такая, как она с завода. Но зато здесь стоит V8, так же, как и в GTR в настоящем. Только здесь M60B40, а там P60B40. Ну, конечно, здесь не столько лошадей, как у гоночной версии, но канонично, согласитесь. Но про моторы я вам расскажу в следующей части, потому что здесь получится слишком долго. Но несмотря на такие вот, казалось бы, отличия глобальные, мы уделили внимание мелочам. То есть я сделал вот эти заклепки, которые имитируют, что стекло пластиковое, оно приклепано, горловину бензобака. Мы сделали каркас в багажнике, похожий, как на настоящем GTR. Диски, жабры в капоте, спойлер и выхлоп. Вот выхлоп самое интересное тоже. Пойдемте. Выхлоп я делал не просто так сбоку, знаете, как впрямую, вот так вот вывел трубы, ну типа сбоку, и этого достаточно. Нет. Если вы заметите, то они у меня расположены наискосок, где-то под 45 градусов. Это было сделано, это очень сложно было сделать, но я этого добился, чтобы сымитировать именно как в GTR. Потому что у GTR у него туннель под выхлоп идет, ну вот где-то примерно вот так поперек машины. То есть у него нету справа сидения, а вместо сидения там идет огромный туннель, и эти трубы просто вот так выходят в бок. И чтобы сделать точно так же, как у него, мне пришлось тут изворачиваться, спиливать их наискосок и вот сделать похожим. И вот на таких мелочах машина, собственно, и приобретает вид. Из таких мелочей получается самая похожая реплика в мире. Ну а теперь давайте перейдем к слайд-шоу, где я вам расскажу подробно о том, как я строил этот автомобиль. В 2016 году эта машина, когда я только купил, она выглядела вот так. Это 323 2.5 170 сил на механической коробке передач 99 года выпуска. Почему я не взял сразу М3 46? Ответ банальный и простой. Ну, во-первых, бюджет не позволял. В 2016 году М3-46 стоила 800-900 миллион. Таких денег у меня не было. Это стоило 400 тысяч. Да и потом, ребят, 100% вам говорю, за эти деньги вы бы получили автомобиль, ну, может быть, чуть лучше, чем вот этот. Сейчас вы увидите дальше фотографии, вы поймете, о чем я. Я бы все равно с М-кой, то есть, сделал бы то же самое. Все равно пришлось бы ставить новую подвеску, все равно пришлось бы кузов полностью также переваривать, зачищать, красить. Весь этот путь пришлось бы также сделать с М-кой. Только как бы, ну, смысл был покупки. Ради ВИН-номера, ради документов М3 не вижу никакого смысла. Когда вот в этот автомобиль я поставил все те же новые детали от М3, которые пришлось бы ставить туда. Покатавшись на ней год нещадно, я пытался и дрифтить на ней, и гонял постоянно, ну так как на механике же вроде, ну, гонка. Началось сыпаться машина, начала она с того, что у нее начало отрывать подрамник задний, это болезнь у 46-х кузовов. Я это услышал, когда при резком старте был сзади такой мощный щелчок. Дальше у меня начала сдаваться рулевая рейка, начала просто сыпаться вся подвеска, тормоза, ну это были не тормоза, то есть они перегревались с первого же торможения. И в оконцовке у меня уже просто развалилось сцепление, и она сказала: все, братан, хорош, говорит, я больше так не могу. В этот момент-то я и понял, ну, наверное, пора. Но как пора? Вы знаете, я не прям сразу был нацелен делать из нее Most Wanted проект. Я думал сначала я восстановлю полностью ее, чтобы она была в состоянии новой, чтобы весь кузов был новый, вся подвеска новая, чтобы все было прям вот идеальным, свапну туда другой мотор и уже потом начну обвес там делать, вот, ну, постепенно сразу. Углубляться все больше и больше и больше, меня стало затягивать, и уже обратной дороги я понял, что нет. Когда я перед собой увидел голый кузов, да, стоящий вот на самодельной вот этой платформе, которую я сам смастерил, я понял, что, ну, наверное, уже пора. Когда я начал осматривать кузов, я, честно говоря, у меня опустились руки, я отвез ее на пескоструй,
После пескостроя там вскрылись такие вот моменты ужасные. Я стал дочищать болгаркой то, что не смогли снять пескостроем. И глядя на это все, я подумал, что может быть как бы сделать ее, собрать обратно вот как она была и продать и купить другую. Были также идеи купить новый кузов вообще прямо вот через завод BMW, заказать кузов. Но, к сожалению, они уже не выпускались, и как бы за 350 тысяч, там последний был ценник, кузовов не было. Ну, я решил не отказываться от этой малышки и решил продолжать ее делать. Там вот самая гниль была, это вот начиная, наверное, от моторного щита. И вот самые очаги коррозии, просто вот, ну, гниль самая сплошная была там, где бензобак и подрамник. Как вы видите, вот закладные оторванные, вырванные, потому что они изгнившие были, усталость металла. Подрамник тоже весь как бы такой уже ветхий был. Из условий, где делать эту машину и как ее делать, у меня не было ничего. Как вы видите, вот автомобиль находится в паркинге на яме. Это было мое изначальное рабочее место, и именно там я ее и делал. Плюс ко всему, у меня не было никаких навыков в кузовне. Я стоял, я не знал, с какой стороны подойти и что мне с ней делать. У меня не было денег, чтобы нанимать людей, профессионалов, которые бы мне это все исполнили. У меня даже не было элементарно людей, кто мог бы просто мне как быть наставником, советовать, помогать. Все, что я делал с автомобилем, это было вот просто прочитал где-то в интернете, как это делается, купил необходимый инструмент и приступил к работе. Целых 2 года пришлось убить. Я работал практически на 2-3 работах, чтобы как бы строить этот автомобиль. Я приезжал после работы, там часов в 11 перед выходными, и до 7 утра я пилил, резал эту машину. Благо, отец мне предоставил свой цех, где были сварочные аппараты, где был металл листовой, листогибы, болгарки, ну, весь необходимый как бы инструмент для того, чтобы можно было сделать кузов. И вот постепенно, вот так вот вырезая, вваривая новые куски, я восстанавливал этот кузов. Я купил с донора японского, мне с Японии, ну, с Владивостока прислали распил японский, целиком заднюю часть. Для чего мне нужна была эта задняя часть? Мне нужно было с нее демонтировать те элементы, которые мне нужны, и отрезать их правильно. Потому что просить их, как бы они бы срезали это все не так, как мне нужно. И дальше я стал срезать эти элементы кузовные. И меня поверг в шок этот кузов. Они ровесники были по годам, но, как вы видите, посмотрите, все в состоянии нового. Мне было даже жалко пилить этот кузов. Вот мое, вот японское. Один и тот же год, ребят. Вот все элементы, которые я срезал с того кузова для того, чтобы установить на свой. Как вы видите, полы уже восстановлены, переварены. В таком вот виде я зачищал днище. Это был цех отца. Он мне позволил там делать машину, и она вот в таком виде висела. Я на стремянке лазил и вот сдирал все до голого металла. Дальше переваривал вот эти самые закладные, а кондуктором служил, собственно, подрамник новый. Вот распорка, она была взята от М3. Но так как кузова М3 и моей машины отличались, мне пришлось сделать вот такие косынки, как у М3-46. Для того, чтобы вот эта распорка оригинальная встала на мой кузов. Ну и, собственно, выполняла ту роль, которую она должна. Усиливать подрамник на отрыв. После того, как все было сварено и все было выставлено по своим местам, я приступил уже непосредственно к окраске днища. Не обращать внимания на нишу запаски, она впоследствии вырезалась, поэтому мне, честно говоря, было наплевать на то, что ее так смяло. Внутри тоже в салоне все было прокрашено, протравлено, ржавчины больше не было. Под капотку я, кстати, красил сам. Дальше были заказаны с японки также двери целиком в сборе. То есть стеклоподъемники, стекла, все вот на дверях, все это новое вместе с петлями. Потому что стекла у меня были зацарапанные, двери сгнившие, и восстанавливать их я просто не стал. Цена дверей, как вы понимаете, не такая была великая. После были куплены полностью рычаги с тормозами от М3. Причем передние мне достались от BMW M3 CSL E46, то есть это увеличенные тормозные диски.
Все это, соответственно, тоже было зашкурено, покрашено, чтобы это было все в состоянии новое. Вот то, что сейчас на фото, оно уехало в пескоструй и в порошковую окраску. Здесь мне нужно было получить тоже, чтобы каждый элемент был новым. Здесь слева М3 редуктор и мой родной, соответственно. М3 он с блокировкой. Естественно, я не обошел и его. Мы полностью сделали новый редуктор, купил я новые привода, все болты, гайки, шайбы, все было тоже новое, оригинальное. Саленблоки мне делали на заказ из полиуретана. Каждые, видите, элементы покупались новыми, и именно старался я брать только оригинал. Далее, я стал устанавливать подвеску на автомобиль. Как вы видите, вот здесь уже подсобрано. И перед тем, как закручивать все болты и гайки, я их промазывал специально графитной смазкой, для того, чтобы они не закисали там. Были куплены новые трубки, новые теплоэкраны. Все это покупалось либо было в хорошем состоянии, либо же это бралось вообще новыми. Но вот в плане крепежа он использовался исключительно новый и исключительно оригинал. Уже вот видите автомобиль на колесах. Дальше я стал делать тормозную систему, то есть трубки прокладывать. Каждую трубочку медную я надевал на нее специальную термоусадку, как видите, чтобы вот она не была вот типа просто как медного цвета, потому что медь со временем она окисляется и будет такой темно-зеленый, здесь все выглядит как оригинальная трубка. Перед установкой двигателя были проложены все теплоэкраны. Дальше нужно было придумать, как избежать дальнейшего ворования подрамника. Так как я собирался ставить уже мощный двигатель и, соответственно, ездить на ней более агрессивно, то нужна была уже усиливающая конструкция, типа как каркаса. И здесь я подошел основательно, я взял не просто сталь, это не магнитная нержавейка, причем достаточно толстая. И вот такую конструкцию мы сварили, собственно, где-то, наверное, за 2 недели мы ее сваривали. Мы думали, как лучше ее сделать, чтобы она работала. Не ради понта, а ради того, чтобы она несла свой функционал. Также мне пришлось сделать другой пол в багажнике. Как видите, уже запаски той мятой нету. И вот это вот все, то, что вы видите, это не сварные швы, это герметик, шовный герметик, и, соответственно, уже покрашено все. Красил я тоже сам. Следующей задачей была как раз вот сделать лючок бензобака. И бензобак, собственно, был куплен от Suzuki Bandit. Вырезана вот эта целиком площадка, и уже вместе с лючком она была вварена в автомобиль. И вот на фото она уже перед покраской. Как вы видите, мы заварили родной лючок бензобака, чтобы его уже не было в машине. И старались сделать максимально так, как в игре. Ну а после уже пришел тот самый долгожданный момент, когда мы стали устанавливать мотор. Как ваши впечатления?
После успешных тестов установки двигателя, я, как видите, не удержался, прокатился малость. Сразу же после этого мы поехали уже делать обвес, макетировать его, создавать по фотографиям. Это вот сделано пока что макет из пены, по которому уже делали, собственно, матрицы и уже готовые изделия. Ну и сразу после этого, где-то месяца 2-2,5 делался обвес, и мы, собственно, отправились на покраску уже счастливые, довольные. Ну что, угадайте, куда мы теперь путь держим? На этот раз предпоследний этап, один из предпоследних этапов. Мы едем на покраску в компанию «Автодом». Molly, when did you get? I gotta know. Покрасили ребята в автодоме и очень быстро, наверное, где-то заняло это 2 недели. Почему 2 недели? Ну, во-первых, мы работали 3 через 3, и плюс не все детали у меня присутствовали. Самым долгожданным это был капот. Капот нам пришлось ждать долго, из-за этого машина зависла немножко в покраске. В принципе, ее можно было покрасить, ну, наверное, за неделю. Я быстренько приступил к сборке. Я приезжал после своей смены, либо там, когда у меня было время, я судорожно собирал машину, мне не терпелось уже. Но процесс сборки, как вы понимаете, это такой очень дотошный процесс, особенно у меня. Ну, мне же надо было, чтобы у меня были и пыльники, и лакера, и все элементы присутствовали. И, как вы видите, вот, например, даже сзади есть лакера, которые были позаимствованы с BMW X6 в кузове F16. Их очень было просто подогнать. По форме они такие же широкие, как мои крылья теперь. Плюс они сделаны не из пластика, а из такого, ну, знаете, ткани. Вот, и поэтому ее легко было очень обрезать, обрабатывать, чтобы оно встало по арке. И вот уже, как бы, когда автомобиль был готов, и у него уже все стояло на своих местах, момент эйфории, когда эта малышка впервые выехала на улицу. Даже лучше, чем я думал. Закочевляться. Завершением проекта стала оклейка винилом. Для того, чтобы ее поклеить и краска не оторвалась, мы выждали 2 недели. За 2 недели мне сделали дизайн-проект.
обмерили всю машину и по размерам сделали вот такие элементы. Оклейка очень, кстати, была сложная, ребята очень сильно заморочились с этим, но они справились. Так как все это было из кусков, как бы, ну, вот элементы отдельные, состыковать их, ну, представляете, как сложно, чтобы это все было ровно и подходило. И в этот момент я понимал, что вот они 2 с небольшим года подходят к концу, и уже скоро я смогу на ней кататься по дорогам. Теперь про стоимость проекта. Как-то я озвучил один раз, что цена, потраченная на этот автомобиль, сопоставимость 3,6 миллионов. Многие не поверили и сказали, что бред. Но я думаю, теперь вам наглядно видно, откуда взялись такие цифры и, собственно, из чего они сложились. В 2019 году она увидела в свет на самой масштабной выставке в Питере Royal Auto Show. Не хватало только маленькой детали. Это был номерной знак из игры. Ну, на этом я, наверное, и закончу это видео. Это видео будет состоять из 3 частей. В одну часть просто, никак не уместить мне весь материал, где я расскажу вам про двигатель, про подвеску, тормоза и прочие нюансы, которые были применены к этому автомобилю. Поэтому ждите следующую часть. А на этом я прощаюсь. Лайки с вас требовать не буду, но за репосты буду очень благодарен. Если вам понравилось, критикуйте, пожалуйста, критика приветствуется, так как первый видос, и надо понимать, что не так, что добавить, что убрать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.